Давайте свяжем такую пивную кружку, очень оригинальную, на мой взгляд, с ручкой, с пеной и даже подтеками пены на кружке. Очень аппетитно выглядит. Прямо сразу захотелось пиво выпить. Можно в подарок связать, можно как на ключи, как брелок для ключей также использовать. Для стекающей пены, как бы для капелек, которые стекают, мы начинаем вязать эти капельки с края кружки. То есть вот здесь вот вниз спускаемся и делаем 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Потом пропускаем 2 петельки, делаем как бы соединительную петельку, затем еще одну соединительную петельку. А теперь столбик без накида. И следующий у нас будет как бы полустолбик с накидом. Вот у нас такая постепенно расширяющаяся к низу капелька стекающая, и закрепляем в дальнейшем там, где мы начинали. Вот получается такая стекающая капелька. Можем сделать еще одну, скажем, подлиннее чуть-чуть. Просто идем чуть дальше. Уже здесь вяжем, скажем, 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И тоже делаем, пропускаем 2, делаем в третью, скажем, 3 полустолбика. 2, 3. 2 столбика без накида. И 1 полустолбик с накидом. Можно даже 2. Вот такие капельки у нас получаются стекающие.
Нам их необходимо закрепить здесь, конечно, иголкой, чтобы они держались. Одну капельку я уже пришила. Теперь пришиваем вторую. Я просто обычными нитками катушечными. Надо просто чуть-чуть пришить, чтобы оно держалось. Вот таким образом. Через оставшиеся отверстия мы набиваем ватой или синтепоном нашу кружку. Набиваем плотно. Если мы хотим в будущем, скажем, эту кружку стирать, если она у нас будет, скажем, на ключах висеть и пачкаться, то лучше тогда набивать синтепоном, а не ватой, что синтепон можно стирать. Я набила плотно ватой эту кружечку, и теперь я попробую ее закрыть, то есть последним столбиками просто дырочку закрыть. Я закрыла серединку полностью. Теперь я могу обрезать и спрятать эту нитку. Вот у нас такая пена образовалась, которая даже стекает. Очень симпатично получилось. Не хватает теперь только ручки. Мы сейчас ее свяжем. Для ручки к нашей чашке мы вяжем 12 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь мы вяжем просто столбики без накида, начиная со второй петли. Одну пропускаем. Вяжем 3 ряда столбика без накидов. Вот. Мы связали 3 ряда столбиков без накида, мы теперь начинаем соединять. Мы просто сшиваем иголкой обе стороны. И получается такой, как жгутик.
Вот таким образом мы сшиваем вместе. Сейчас мы пришиваем ручку эту, этот жгутик к кружке. Сначала мы пришиваем просто так, как бы одну часть к низу. Вот таким образом просто пришиваем, чтобы оно плотно пришито был. Просто конец. А верхнюю часть ручки мы пришиваем вот таким вот образом, то есть чтобы она немножко закруглялась.